Всем привет, с вами Денис, и сегодня у нас будет не очередное прохождение, а некий такой подкаст, в котором я хочу затронуть одну наболевшую тему нашей фанбазы Соника, а конкретнее ее сегмента Sonic Exe, а также расскажу о том, почему на канале не выходит видео. Не будем тянуть и начнем. Начнем с наболевшей темы. Проблема такова, что на сайтах по типу того же GameJot очень часто публикуются трэшовые игры, а обычный нормальный человек хочет сыграть в какую-нибудь годноту. А этих самых трэшовых игр на такого рода сайтах, к сожалению, куда больше, чем нормально. Как же быть, спросите вы? Как с этим бороться? Ответ на самом деле куда проще, чем кажется. Если вы наткнулись на такого рода игры, давайте сейчас зайдем на GameJot и введем там Sonic Exe. Sonic Exe. Вот. Выбираем вкладку игры и выбираем вот первую попавшуюся. И смысл в том, что если вы наткнулись на такого рода игры и считаете, что их качество совершенно неприемлемо, то не спешите уходить и искать какие-то другие игры, которые будут гораздо лучше. Оградите других людей от такого типа находок. Для этого лишь нужно взять и перейти вот сюда, во вкладку Report Game, или же Отчет игры. И тут у вас спросят причину, по которой должна данная игра быть удалена с сайта. И тут у нас варианты. Это спам или нежелательный коммерческий материал, там спам, незаконная рекламная рассылка, вы все это знаете. Неправильная оценка возрастного ограничения в игре. Тут типа такая ситуация, что если возрастного ограничения нет, а там, например, оно нужно, предположим, то это и является причиной. Игра не принадлежит данному разработчику. Тут понятно, игра украдена и что-то такое. Нет данных на странице игры, без каких-либо скриншотов, описания, заполнения страницы и т.д. И последнее — это вирус или другое вредоносное программное обеспечение. Вот и все. В данном случае эта игра является копиркой одной из версий оригинальной игры Sonic Exe. То есть это просто украденная игра. То есть здесь надо просто выбрать причину, игра не принадлежит к этому разработчику. И отправить отчет. Вот и все. Нас благодарят за помощь, и в принципе все. Я это к тому, что недавно я сам попробовал так сделать. Подал отчет на более чем 20 таких игр, коих, когда я сделал запрос, выдало более 2000. После этого мне просто надоело это делать, а когда я на следующий день решил проверить, изменилось ли что-нибудь, а тут бац, и внезапно на сайте при том же запросе выдалось уже не 2000 игр, и даже не 1000, а уже 605. Вот, как мы видим, 605 игр. Это на самом деле даже удивительно. Списать это на то, что это произошло по чистому совпадению. Совпадение? Не думаю. Я это все к тому, что на этом сайте все-таки работает функция некого центра поддержки и, возможно, даже модерация всего этого дела. Все в наших руках. Поэтому, если вам не безразлично, то какие игры населяют данный сайт, и если вы хотите, чтобы на нем были именно нормальные и адекватные игры, то, пожалуйста, не поленитесь и помогите этому. Теперь же перейдем к теме того, почему на моем канале не выходят видео. Об этом я как-то рассказывал в посте на своей странице ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании этого видео. А конкретно то, что в моем компе очень старая видеокарта, которая мешает мне свободно и без проблем делать видео. Новую видеокарту в нашей семье на данный момент купить проблемно из-за семейных обстоятельств и прочего. Рассказать подробнее я об этом, к сожалению, не смогу, так как это конфиденциальная информация. Так что, если вы хотите помочь мне накопить нужные средства, то ссылки на свой Kiwi и Donation Alerts я оставил в описании. Всех донатеров на данный момент я благодарю на своей странице ФК за их помощь. Как только деньги будут собраны и комп будет, так сказать, обновлен, то благодарность своим донатерам я буду объявлять и выражать уже в видео. А сейчас я бы хотел поблагодарить вот этих вот людей за их помощь и участие в этой ситуации. Ребята, огромное вам спасибо. Я очень благодарен вам за вашу поддержку. Все ваши заказы будут выполнены, когда появится возможность. Вот, собственно, и все, о чем я хотел вам рассказать. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, заглядывайте на страничку ВК. Ну а с вами был Денис. Всем счастливо, всем удачи и до скорых встреч!